Всем привет, это я, и у меня для вас хорошие новости. Припатч Mists of Pandaria Classic уже в игре. Можно начать прокачивать монаха, попробовать Пандарена, а можно воспользоваться несколькими вкусными обузами, чтобы прокачка была приятнее и быстрее. И сегодня я расскажу вам, как получить двойной баф на опыт, плюс 50% к прокачке Пандареном, зачарить наследуемые шмотки из каты и кое-что еще. Поехали! Два бафа на опыт, огненный солнцеворот и ярмарка новолуния. Да-да, вы не ослышались, сейчас активны оба ивента, и вы можете получить плюс 20% к опыту, если сделаете все правильно. Что нужно сделать? Сначала нужно получить баф от танца с ленточками. Просто подойдите и покрутитесь возле него, нажав правой кнопкой мышки. Например, в Аргримаре, рядом с порталом на Толбарат. Потом телепорт на ярмарку новолуния. У вендора рядом с полеткой в Аргримаре берете квест, разговариваете с НПС и платите за телепорт. Третье. Берете маунта, если вы без своего. Доступен слева, как зайдете в портал. И сдаете квест, покупаете билет и садитесь на карусель. Билетик покупается рядом с каруселькой у НПС Пандаренши. Просто покупайте книжечку, открывайте ее, у вас появятся билетики. И катайтесь, пока не получите баф. До 55 минут максимум. Важный нюанс. Если вы получите полный баф от карусели, баф от костра спадет. Но если сначала костер, а потом ярмарка до 55 минут, то оба бафа останутся. Пандарены. Халявная плюс 50% к опыту. Если вы начали за Пандарена, у вас есть крутая фича. Раз в день можно получать плюс 50% к опыту на час, выполнив ежедневное тренировочное задание. Впервые можно сразу получить на 2 часа такой баф, завершив 2 тренировочных квеста. Что от вас требуется? Чтобы получить баф, нужно достичь 20 уровня и, использовав заклинание «Духовное путешествие», переместиться на пик безмятежности и выполнить там делики. Вернуться назад можно также этой способностью, только она вас возвращает не в точное местоположение, а к ближайшему кладбищу в той локации, откуда вы пришли. Вы можете зачаровать свои наследуемые предметы чарками из катаклизма, и они будут масштабироваться по уровню. Вот что можно поставить. Шлем, чарка на голову, про которую писала. Если успели, молодцы. Сейчас уже не получится ее получить. Оружие, например, обвал. Можно чарить даже лоу-левел персонажам. Грудь, чарка на плюс 20 ко всем характеристикам. Можно чарить даже лоу-левел персонажам. Плечи. Чарка от Терезана. Сначала покупаете чарку 85-м персонажем, создаете предмет, чарите чарку и перекидываете на персонажа low-level. Если просто скинуть чарку, то вы не сможете зачарить предмет, так как будет требовать 85 уровень. И спина. Чарка на крит или интеллект. Можно чарить даже low-level персонажем. Все эти чарки работают и на новых персонажах и будут повышаться по мере прокачки. Поэтому, как только докачаете одного персонажа, шмотки не удаляем, просто перекидываем на нового персонажа. В Blizzard добавили двуручное наследуемое оружие специально для монахов. Можно купить его у НПС в столице рядом с обычными вендорами. В Аргримаре, например, это башня, где вы покупали шмотки за справедливость или за очки доблести. Ну и еще один баф, про который вы могли забыть, это плюс 3% к критическому удару от огненного солнцеворота. Пока активен праздник солнцеворота, не забудьте взять баф на плюс 3% к критическому удару. Это легко, быстро и доступно любому уровню. Что нужно сделать? Подходим к площадке с мини-игрой на бросание факелов. Обычно она находится рядом с вращалкой на факелы, в той же зоне, где костры. Берете квест НПС, вам выдадут факел. Ваша задача успешно попасть факелом по 8 огненным столбикам за 30 секунд. Над нужными столбиками будет иконка метки охотника. Целимся туда. После выполнения сдаете квест. В инвентаре у вас появится пылающий цвет. Подходим к синему костру рядом и нажимаем правой кнопкой мышки по цветку. Все, баф у вас. Фишка. Этот баф работает поверх всех остальных, так что в сумме с солнцеворотом ярмаркой можно очень хорошо бустануть прокачку и урон.
Вот такие бузы вы можете использовать уже сейчас, не дожидаясь полноценного старта Mists of Pandaria Classic. И если было полезно, не забудь поставить лайк и напишите в комментариях, каким классом вы будете качаться в припатче. И знаете ли вы еще полезные трюки, о которых стоит рассказать. До встречи в Азероте и на стримах. Пока!